Зима в том году выдалась лютая. Морозы под -30 сковали Ладогу крепким панцирем. В такую погоду хороший хозяин собаку из дома не выгонит. Но для рыбаков Михалыча и Сергея мороз был не помеха. Они проверяли жерлицы на дальнем кордоне, когда заметили нечто странное. Посреди бескрайнего белого поля, метрах в 100 от берега, выделялось белоснежное пятно. «Михалыч, гляди, сугроб странный», — прищурился Сергей. «Вроде шевелится». Они подошли ближе и ахнули. Это был лебедь-кликун. Огромная, благородная птица сидела прямо на льду, неестественно распластав крылья по снегу. Голова лебедя то опускалась, то поднималась. Он явно был жив, но не улетал. «Примерз, бедолага», — покачал головой Михалыч. Видать, полынья была, он сел, а ночью прихватило. Лапы теперь во льду, как в цементе. Надо вырубать, иначе лисы к ночи разорвут. Мужики достали пешню, лом для льда и куртки, чтобы накрыть птицу. Подошли вплотную. Лебедь увидел людей. Он не пытался взлететь, но зашипел грозно, вытянув шею. В его глазах был не страх, а какая-то отчаянная решимость. «Тише, тише, брат, мы свои», — ласково сказал Сергей, набрасывая на птицу бушлат, чтобы прижать крылья. Михалыч замахнулся пешней, чтобы аккуратно обколоть лед вокруг лап. И замер. «Серега, стой!» Он не примерз. Лебедь, почувствовав, что люди близко, попытался клюнуть Михалыча, но при этом приподнялся сам. Его лапы были свободны. Он мог улететь в любую секунду. «А чего же он тогда сидит?» — удивился Сергей. Вместо ответа лебедь снова зашипел и попытался накрыть крылом то место, где он только что сидел. Рыбаки пригляделись. На голом льду, в маленькой ямке, которую растопило тепло птичьего тела, лежал маленький, мокрый, дрожащий комок. Это был щенок. Обычная дворняга, месяца 2 от роду. Видимо, глупый пес выбежал на лед, провалился в трещину, кое-как выкарабкался, но намок. На таком ветру мокрой собаке жить оставалось минут 5. Смерть от переохлаждения была неизбежна. Лебедь, пролетая мимо или находясь рядом, увидел погибающее существо. Птица, которая должна бояться собак, спустилась вниз. Он накрыл щенка своим огромным пуховым крылом, как одеялом. Он грел его своим теплом, защищал от ветра и снега. Он сидел так несколько часов, сам превращаясь в ледяную статую, рискуя стать добычей хищников, но не бросил маленького врага. «Ну ты даешь, птица», — прошептал Михалыч, у которого на глаза навернулись слезы. «Человечище ты, а не птица». Рыбаки забрали обоих. Щенка закутали в свитер за пазуху, а лебедя аккуратно взяли на руки. В протопленной сторожке щенка отогрели и накормили тушенкой, а лебедь, отогревшись и убедившись, что его подопечный жив, важно съел размоченный хлеб. По весне лебедь улетел к своей стае, а пес, которого назвали Лебедь, остался жить у Михалыча. И каждый раз, когда над озером пролетают белые птицы, этот пес садится на берегу и долго, тоскливо смотрит в небо, провожая взглядом своего ангела-хранителя. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.